JRS — это многообещающая фан-игра. И нет, это не опечатка в сценарии. Данная фан-игра действительно носит название JRS. На данный момент игра находится на стадии разработки, однако ее дата выхода назначена на апрель этого года, то есть уже совсем скоро. Но никаких видео на русскоязычном ютубе, кроме почти годовалой давности, я не увидел, что довольно-таки странно, ведь трейлер игры собирает сотни тысяч просмотров, а на игру обратил внимание даже Давка. Так что я решил сделать обзор на имеющиеся на данный момент аспекты игры. Но перед началом разбора игры, я думаю, вас нужно с ней познакомить. Что это и почему ее стоит ожидать. Что вообще представляет из себя эта фанатская пародия на FNAF от автора с ником Раминов? Впервые об этой игре люди услышали 10 октября 2020 года. Из интересного можно отметить, что JRS будет иметь как 2D, так и 3D составляющую, в отличие от других пародийных игр. Также JRS наполовину основана на истории FNAF. Чтобы понять это, немного освежим память. Существует во франшизе Five Nights at Freddy's мини-игра, а точнее Midnight Motorist из FNAF 6. Данная мини-игра на первый взгляд не представляет из себя ничего интересного, однако если соблюдать некоторые правила, можно попасть на секретную локацию. Тут вы уже продолжите поездку на машине по дороге с множеством поворотов. В какой-то момент вы доедете до развилки и сможете повернуть налево, тем самым попав на парковку с заведением под названием JRS. То есть это и есть то самое заведение, про которое будет эта фан-игра. Она покажет нам фанатскую историю этого загадочного заведения, которое так и не раскрыли в оригинальной франшизе, ну, по крайней мере на данный момент. Разработчик предлагает нам отправиться и выполнить задачи по извлечению данных, связанные с этим загадочным заведением. Внутри оказываются старые дряхлые аниматроники, которые должны будут нам помешать выполнению нашей цели. Дополнительно можно отметить, что JRS будет содержать, как заявляет разработчик, тонны послеигрового контента, в том числе и мини-игры. Всем привет, и да, это я, Киперс. Если вы увлекаетесь фан-играми по FNAF, я думаю, вы хотя бы раз обо мне слышали. В любом случае, мне стало интересно, что же это за проект такой JRS. Мне хотелось бы узнать, что же там за геймплей. В общем, геймплей вышеупомянутой JRS будет завязан на разгадывании некой тайны данной пиццерии. С разгадкой тайн нам поможет, как заявил разработчик, некое существо под названием Пол Бир. Возможно, это медведь, которого мы видели уже в трейлерах и тизерах. Как и говорилось в начале видеоролика, в игре будут элементы как 2D геймплея, как это было в первых частях FNAF, так и элементы 3D. Так что игра будет отличаться от всех других фан-игр даже в геймплее. Посмотрев на все тизеры и трейлеры игры, я могу сказать, что она будет немного похожа на FNAF Sister Location. Тут также будет система выполнения задачи и что-то наподобие починки аниматроников. Но давайте уже перейдем к самому процессу игры. Как я понял, нам придется доставлять аниматроников через конвейер к себе в офис, но перед этим с помощью компьютера проверять их на стабильность. Достаточно ли стабилен аниматроник, чтобы мы могли его доставить к себе, и скорее всего с помощью показанного в тизере прибора проверить их, либо же чинить. Скорее всего, в игре будет бой с боссом. Понять это можно благодаря сливу информации из дискорда разработчика. Тут видно, что Раминов, ведущий разработчик этой фан-игры, играет в JRS, а чуть ниже виднеется надпись In the Boss, что означает уровень с боссом. В качестве босса, скорее всего, будет тот самый загадочный аниматроник, которого нам еще официально не показали. Еще в игре по законам оригинального FNAF будет присутствовать кастомная ночь и вдобавок к этому различные кат-сцены и мини-игры. Кстати, раз речь уж зашла про мини-игры, то стоит упомянуть, что в процессе прохождения нам нужно будет найти различные элементы на карте, например, крюк Фокси или кастрюлю. Возможно, мини-игра будет отсылать нас на 4-ю часть.